Всем привет, дорогие друзья! Мы рады, что вы с нами, потому что сегодня у нас в гостях электроник, и нам есть с ним о чем поговорить. Поехали! С чего началось твое знакомство с видеоиграми? Когда я был маленький, ходил в детский садик, родители были на работе, брату старшему приходилось забирать меня из детского садика, и однажды он меня забрал и повел в компьютерный клуб. Тогда было не больше 5 лет, может, даже 4,5. Ну да, садик это где-то так. Вот, то есть и с того момента я познакомился с видеоиграми, я думаю. Ну вот, может быть, не в 5 лет, но там до 10 у тебя был ли когда-то такой момент, когда ты уже играл в компьютерные игры и думал, вот бы этим зарабатывать на жизнь? Такие мысли у меня пришли, когда мне исполнилось лет 11-12, я думаю, не раньше. Я просто играл и не понимал, насколько это вообще может быть достаточно хорошая профессия для того, чтобы в дальнейшем зарабатывать на жизнь. Ну, раньше, наверное, такой профессии и не было, да, в наших умах, что это возможно, а потом так повернулась жизнь. Как ты перешел вот от аматорского уровня уже к более профессиональному? Я много играл в казанских командах, то есть и с того момента мы как-то пытались перейти на semi-pro уровень, то есть у нас это получилось под конец, но меня взяли уже в профессиональную команду. И вот, начиная с Empire, я начал уже играть профессионально. Можешь ли ты вспомнить самый трудный матч в твоей жизни? Нет. Нет, не могу. А почему? Потому что все сложные, потому что все получились простыми, или как? Можно вспомнить один матч на миноре. Это было за Rebels. Против Gambit мы там сыграли на одной карте больше 70 раундов, то есть и на второй был 16-14 счет, но мы проиграли 2-0, но это был достаточно сложный матч. У меня после первой карты от напряжения кровь из носа пошла. Кошмар. Да, но все подумали, что не кровь из носа. Ладно. Назови лучшего игрока, с которым ты когда-либо играл, и лучшего игрока, с которым ты играл в команде, и лучшего игрока, против которого ты выступал. Лучше, наверное, это Саня. Самый сложный. Пусть это будет за его, наверное, да. Против него тяжело играть. Назови лучшую команду, против которой ты когда-либо играл. То есть своего самого сложного соперника. Астралис, да. А почему? Потому что у вас... Они начали все вместе, всей командой использовать новый метод, то есть использовать гранаты. На тот момент это была новая мета. Сейчас это уже стандарт для всех команд. Вот. Но они ее придумали, и я застал этот момент просто. И то неприятное чувство, когда ты начинаешь раунд, и у тебя остается 30 хп после гранат, не очень приятное было, поэтому выберу их. Расскажи о смешных или курьезных случаях, которые происходили когда-либо с тобой в твоей киберспортивной карьере. Даже не могу так вспомнить, если честно. Что-нибудь, можно не смешно, а курьезный. Вот ты пришел, а у тебя девайсы украли. Вот было такое на некоторых турнирах с игроками. Что-то вроде. Нет, у меня... Мы были... Жили в отеле в Германии, не помню в каком городе, на каком-то турнире. У меня украли кроссовок из номера. Один кроссовок? Да, и оставили один. То есть вот как-то так. Я убежден, что его украли, потому что он не мог пропасть из комнаты никуда. Ну да, очевидно. Поэтому, мне кажется, вот это самое... это даже не то, что киберспорт, но это связано... Это связано с карьерой, что ты был на турнире в любом случае. Да, это считается, это интересно. Как известно, многие спортсмены придерживаются неких ритуалов и вообще, в принципе, суеверные люди. Что скажешь о себе? Есть ли у тебя какие-то суеверия перед официалками, какие-то ритуалы? Нет. Не суеверный человек? Нет. Правильно. Реалисты. Хорошо. Какой у тебя режим тренировок? Ты просто играешь какую-то выбранную игру несколько часов или все, в CSGO, естественно, играешь несколько часов, или как-то разнообразие есть в тренировках? Я могу зайти потренироваться в доту. 1-2 игры там раз в 3-4 дня. То есть ты готовишься к карьере? Нет, вдруг придется помогать Нави на International. Ты бы вступился? Конечно. Если что, ребята, имейте в виду все такое. А в КС сколько ты играешь и как проходит твоя тренировка в CSGO? Всегда по-разному. То есть мы много тренируемся командно. То есть
Если брать помимо командного, индивидуально, то я могу вечером поиграть там в Фейс 3-4 игры, поиграть в ДМ полчаса или ботов понабивать там пару тысяч. Ну, а так, в принципе, ничего особенного. Я думаю, как и все. Как много ты уделяешь времени психологической подготовке к матчу? Не сказал бы, что прям я сижу конкретно, уделяю этому время вообще. Как-то само сознание приходит, что сейчас будет скоро игра просто, и все. Организм сам как-то настраивается. А уделяешь ли ты время физической подготовке или питанию? Вот есть какой-то режим, которому ты придерживаешься? Ну, скажу так, в день игры, да, у меня есть такое, что я, так сказать, выбираю питание, которое я буду кушать перед игрой, чтобы... А что это обычно? Ну, по-разному. То есть я стараюсь не есть тяжелую пищу. То есть могу съесть какую-то пасту без, не мясную, то есть обычную. И мне вот очень нравится. Много ли времени ты тратишь на тактическую подготовку к игре, на анализ? Может быть, смотришь демки перед официалками? Мы нам Blade предоставляет материал, скажем так, который он увидел из демок, и мы вместе смотрим. А так, очень редко, когда я включаю сам демку, чтобы проанализировать. Что в киберспорте тебе нравится больше всего? И что бы ты изменил? Лана вернул бы, я думаю, в первую очередь. Хотя бы для начала без зрителей, потому что не хватает той энергии Лана, так скажем. Ну вот в Сингапуре прошел мажор. Я Никто думаю, особо не проникся, по-моему. Мне кажется, дотеры рады, что они поиграли на Лане в любом случае, да. Ну да. А расскажи, что тебе больше всего нравится в киберспорте, помимо самой игры, там какие-то, может быть, популярность, подписчики, не знаю, деньги, что, тиммейты твои, что тебе больше всего привлекает в киберспорте, как в профессии? Подписчики, наверное. То есть все-таки популярность, да? Я бы не назвал популярность, а то, что людям нравится. Чувствуешь поддержку фанатов? Да. Круто. Какие у тебя цели на текущий год? В киберспортивном плане, в профессиональном плане и вообще, может быть, в личном? Поделись своими планами. В киберспортивном мы хотим занять топ-1, наверное, как и все. То есть мы будем прилагать максимум усилий. Будем стараться делать то, чего раньше не делали, для того, чтобы улучшить свой результат, и вернуть былое величие Нави. А в личном? Вот ты не задумывался, чем бы ты занимался, не будь киберспорта? Или чем бы ты будешь заниматься, когда все-таки закончится профессиональная карьера когда-нибудь? Я думаю, что мне нравится работа тренером в дальнейшем. Если все будет идти по плану, то я бы хотел бы стать тренером. Логическое продолжение, да, игровой карьеры. Хорошо. Надеюсь, мы не скоро тебя увидим тренером и побольше получим удовольствие от твоей игры. Какие аспекты в твоем стиле игры ты бы изменил или исправил бы, подправил? Стрельбу бы подправил точно. То есть, чтобы попадать еще жестче. И чтобы меньше было таких моментов, знаешь, как заигрался, например, во время раунда. То есть, вот. Держать хладнокровие. Да. Расскажи, важно ли, чтобы часть команды, чтобы все игроки дружили друг с другом, ладили? Вот эта вот сыгранность, она важна для победы? Я убежден, что да. То есть у меня на этот счет будет всегда свое мнение, и я буду привержен тому, что в команде людям не обязательно быть друзьями лучшими, но иметь достаточно, условно, так скажем, теплые отношения, почему бы и нет. Это всегда хорошо. То есть ты чувствуешь человека иначе, когда ты знаешь, что от него ожидать, условно. Конечно. А как формируется вот эта сыгранность в команде? Я сейчас говорю конкретно про игру, не про личные отношения. Вот у вас появился новый член команды, и как вводятся новые обычно тиммейты, и как сыгрывается коллектив? Когда он пришел, ему в первую очередь рассказали все стратегии, которые у нас были, то есть мы что-то добавили, то есть что-то подкорректировали, поменялись позициями на некоторых картах, то есть, стараемся помочь в первую очередь, новенькому игроку, так скажем, вот. Расскажи один неожиданный факт о себе, который никто не знает. Или не знают твои фанаты, скажем так.
Без понятия. По-моему, ты знаешь, что сказать. Нет, я просто без сидел, понятия. думал и пришел к тому, что вроде... Ну, я особо ничего так не скрывал. Мгм. Вот. Я согласна, так вот сразу вспомнить что-то это очень тяжело. Как твоя профессиональная карьера изменила тебя лично? Вот появились ли какие-то черты характера, которые до этого ты в себе не открывал? Ну да, я побывал во многих странах и Мгм. увидел много нового, так сказать, и понял, как, в принципе, в других странах живут люди. И у каждого народа что-то старался. Ну да. Чем больше ты видишь, Глядеть. тем больше Ну да. развиваешься. Да, это круто. А в чем заключается самая большая сложность в твоей карьере? Как ты думаешь? Я думаю, в перелетах, в отсутствии, так сказать, когда не видишь семью, Мгм. в отсутствии семьи. Тебе было всего 11 лет, когда ты начал участвовать в соревнованиях по Counter-Strike. Расскажи, почему так рано начал и с какими трудностями ты, в общем-то, сталкивался на пути? Ну, я ходил много в компьютерный клуб в местный, и там я познакомился с некоторыми людьми, и мы услышали, что будет какой-то чемпионат, Мгм. и там будет разыгрываться не призовой, ну, то есть не денежный фонд, а Девайсы, да? какие-то девайсы, да, то есть, может, стул какой-то там игровой, условно. Ну, хоть игровой, да? Не там, просто- то есть а за вторые места там на тот момент Ведьмак только выходил, Ага. где его еще нигде нельзя было найти, по крайней мере, в Казани. И вот мы там заняли, соответственно, второе место, когда приехали. Решили, так сказать, себя попробовать. После этого я пошел еще на один чемпионат. На следующий день, кстати говоря, это был нон-профи в Казани. Мы там заняли, не помню, какое место, довольно-таки достойно Ну, сыграли. призовое место. Из-за моей ошибки мы проиграли игру. Я как До сейчас сих пор помню, помнишь? да, я как сейчас помню момент, как я там на Дасте падаю в КТРС в Зига, там в ситуации условно 4-3, и мы проигрываем этот раунд, и проигрываем потом игру. Тебя не кикнули из команды? Я больше не играл потом год, в принципе, на чемпионатах. Я перешел в КЗ, Криц, прыгать начал. Может, даже года 2 я не играл. Мне кажется, года 2, да. Потом я вернулся, и вот с того момента я начал Мгм. много играть. Ну, ты в целом рад, что ты так рано получил этот опыт киберспортивный, какой-никакой? Тебе что-то это дало потом в Ну да, я будущем? много чего, в принципе, видел, особенно когда на локальных турнирах играешь, такая... Насмотришься, ой. Не буду говорить, что там происходит, но я убежден, что это помогло в какой-то степени. То есть, в первую очередь, взаимодействовать с тиммейтами. Мгм. Потому что я начал играть с 11 лет в команде, я считаю, что... Ты бы посоветовал молодым игрокам, начинающим, или вообще людям, которые сидят, детям, которые сидят и думают, что они бы хотели профессионально выступать в Counter-Strike, начинать вот так рано? Или все-таки подождать до какого-то более возраста осознанного? Да, если хотят, пусть начинают как можно раньше. То есть, в принципе, на данный момент это можно уже назвать неким спортом. То есть появляются академии, в академии сразу же обучают с раннего возраста психологии, разным другим составляющим факторам, которые я просто даже не мог понимать, когда мне было там 11-12 лет. Мгм. А что бы ты посоветовал начинающим игрокам, которые хотят развивать свою киберспортивную карьеру? Но в первую очередь убрать свое эго, Мгм. понять, что КС — это не игра из одного человека, это игра из 5 людей, и верить в то, что у него получится. И тогда он сможет все сделать. Ты, прежде чем прийти в Нави, ты поменял много коллективов, в принципе. У тебя был достаточно богатый опыт киберспортивный. Расскажи, почему обычно разваливаются команды? Почему людей кикают из команд? В чем обычно, и есть ли такая какая-то одна причина основная, почему команды не живут дольше? То есть, когда ты начинаешь играть на тир-3 уровне в СНГ, мне кажется, там не у всех игроков достаточно скилл, чтобы дальше продолжать играть лучше, на более высоком уровне. И тебе приходится убирать этих игроков, брать игроков, которые могут показать характер, волю к победе хотя бы в таких матчах. Вот. Ну и так, соответственно, по накатанной ты пытаешься как-то... Потом тебя замечают уже и берут в более сильную команду. Вот. Так же и было и у меня.
Расскажи, какую роль в твоей карьере и жизни сыграли тренеры, менторы, может быть, ингейм-лидеры, люди, которые обычно занимаются вот такими наставнической работой? До Нави у меня не было тренера, то есть я в Нави только познал, что такое тренер и какую функцию он выполняет. Во Flipside все делал Андрей, и капитаном, и тренером, и там все, условно, сферы забрал себе. Вот. Ну, Андрея я много взял в плане, мне кажется, тактическом, стратегическом, какой-то макрокартинку, то есть, чтобы лучше понимать. Вот. У Миши, я думаю, мне понравилось то, что он знает, как поверить в человека, то есть дать ему эту веру. Мотивировать, да? Да. Ну, то есть каждый тренер по-своему уникален. Опять-таки, я просто с Андреем уже работал в Flipside, и в Нави, в принципе, все то же самое. Учимся. Ты знал методы Андрея. Да. Ну, я не могу сказать, что кто-то прямо из них лучше. То есть каждый в своем плане лучше, мне кажется, честно говоря. Многие недооценивают Мишу просто как тренера, я уверен в этом. Согласна, полностью поддерживаю. Хорошо, спасибо тебе большое за это интервью. Вам спасибо, что смотрели. Больше интервью с игроками Нави вы можете найти по ссылочке внизу. Переходите и ставьте свои лайки. Спасибо, что были с нами. Всем пока!